Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта доводим до кипения 2 литра воды, добавляем половину чайной ложки соли и всыпаем 250 грамм макарон в кипящую воду. Перемешиваем и ждем закипания. Затем снова перемешиваем, накрываем крышкой и варим на умеренном огне до готовности макарон. Тем временем в сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем 250 грамм фарша, разбиваем фарш на небольшие комочки и обжариваем до золотистости. Научилась в дорогом ресторане и удивила всех гостей. Боже, так вкусно! Макароны и фарш – это идеальное сочетание. Очень легкий и вкусный рецепт запеканки из макарон с мясным фаршем. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Получается идеальный обед или ужин для всей семьи на каждый день. Беру обычные макароны и фарш, а получается такая вкуснятина. Очень вкусный обед или ужин за считанные минуты. Периодически макароны перемешиваем. Пока обжаривается фарш, очищаем 2 зубчика чеснока. И мелко нарезаем. Добавляем чеснок к фаршу, перемешиваем. Теперь мелким кубиком нарезаем 1 луковицу. Добавляем лук к фаршу с чесноком. Перемешиваем и обжариваем до полупрозрачности лука. Тем временем нарежем половину морковки. Морковку необходимо нарезать мелким кубиком. Добавляем морковь к луку с фаршем, перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Добавляем черный перец по вкусу. Половину чайной ложки специй к фаршу и половину чайной ложки копченой паприки. Перемешиваем и обжариваем до полумягкости моркови. Тем временем тоненькими кружочками нарежем 7 корнишонов. Добавляем огурцы к фаршу. Перемешиваем и обжариваем еще буквально 1 минуту. Начинка готова. Макароны также готовы, откидываем их на сито. Дно и бока формы для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла.
Высыпаем половину порции подготовленных макарон. Теперь на крупной терке натираем 100 грамм сыра сулугуни. Делим натертый сыр пополам и посыпаем макароны одной частью сыра. Выкладываем фарш на макароны. Сверху посыпаем второй порцией макарон. И готовим заливку. В миску вбиваем 4 куриных яйца. Добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки. И черный перец по вкусу и по желанию. Взбалтываем яйца. Теперь к яйцам вливаем 100 мл 10% сливок. Перемешиваем. Поливаем заливкой запеканку. Посыпаем второй частью сыра и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут до готовности блюда. Смотрите по своей духовке. Тем временем подготовим петрушку. Несколько стеблей петрушки промываем, отделяем листики от стеблей и мелко нарезаем. Нежная и вкусная макаронная запеканка готова. Посыпаем зеленью и подаем к столу. Этот рецепт не потребует много времени, а его вкус поразит каждого с первой секунды. Если вы не знали, чем накормить своих родных на ужин или на обед, этот рецепт просто находка. Все очень просто, а понадобятся самые простые продукты. Запеканка из макарон с фаршем, сытное и бюджетное блюдо. Обязательно приготовьте фарш таким простым способом. Блюдо из макарон готовится легко и просто. Быстрый и простой рецепт в духовке. Никто не верит, что я готовлю его так просто. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 200 грамм гречки. Гречку перебираем, промываем, заливаем 400 мл питьевой воды и варим на умеренном огне до готовности. Затем гречку остужаем. Тем временем разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла. Пока разогревается сковорода, довольно крупный лук нарезаем мелким кубиком. В сковороду добавляем 5-10 грамм сливочного масла, растапливаем и отправляем лук в сковороду. Обжариваем до полупрозрачности. Тем временем очистим 2 зубчика чеснока и
и мелко нарежем. Просто взбейте гречку с яйцом. Муж в шоке от результата. Котлеты без мяса не отличить от мясных. Возьмите гречку и 2 яйца. Так гречку вы еще не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов. Доступный бюджетный рецепт. Просто перемешайте яйцо с гречкой, вы будете в восторге от результата. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Вот как нужно готовить гречку. Добавляем чеснок к луку. Перемешиваем и продолжаем обжаривать. А тем временем на крупной терке натрем одну морковь. Добавляем морковь в сковороду, перемешиваем и обжариваем до полумягкости. Зажарка готова, даем ей остыть. Тем временем 3 куриных яйца вбиваем в гречку. И перебиваем блендером в однородную массу. На мелкой терке натираем 1 очищенный картофель среднего размера. С картофеля отжимаем лишний сок. И добавляем к гречке. Теперь добавляем зажарку. Мелко нарезаем несколько стеблей петрушки. Добавляем к гречке. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки. Черный перец по вкусу и по желанию. Половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Все хорошенько перемешиваем.
Теперь разогреваем сковороду с 3 столовыми ложками растительного рафинированного масла. Пока разогревается сковорода, руки смазываем растительным маслом и формируем котлетки. Вот такая котлетка получается. Выкладываем в сковороду. Жарим на умеренном огне 5-7 минут до золотистости. Затем гречневые котлеты переворачиваем, накрываем крышкой и также на умеренном огне жарим 5-7 минут до золотистости и готовности. Убираем котлеты на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Гречневые котлеты готовы, подаем к столу. Блюдо из гречки получается невероятно вкусным, с удовольствием едят как взрослые, так и дети. Прекрасная альтернатива вкусной гречневой каши. Очень интересное блюдо из гречки и яиц. Если вы не знали, что приготовить на обед или ужин, это идеальный рецепт для вас. Просто возьмите стакан гречки и яйца. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 2 стакана манки, 1 стакан муки, половина чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 столовая ложка сухих дрожжей. Тщательно перемешиваем сухие ингредиенты. Теперь вливаем 3 стакана теплой питьевой воды. И замешиваем однородное тесто без комочков. Сырники больше не делаю. Привезла рецепт из Италии. Возьмите муку, манку и творог. Все мои гости были в восторге. Королевский завтрак на скорую руку на каждый день для всей семьи. Вот такое тесто получается. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом тихом месте на полчаса. Займемся начинкой. Нам понадобится 200 грамм творога, у меня 9% жирности. Творог необходимо перетереть через сито, чтобы он был воздушным. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях, я всегда с удовольствием читаю и отвечаю каждому. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем 1 столовую ложку сахара и хорошенько перемешиваем. Отставляем творог в сторону. На мелкой терке натираем 100 грамм сыра.
Отставляем в сторону. Займемся тестом. Посмотрите, какое оно нежное и воздушное получается. Тесто перемешиваем. Теперь сковороду разогреваем, смазываем растительным маслом и вливаем 1 половник теста. Обжариваем на умеренном огне 1–1,5 минуты. Затем снимаем блин со сковороды. Выкладываем начинку: 2 столовые ложки творога, 1 чайную ложку джема, у меня сегодня персиковый, и защипываем края, как показано на видео. Перекладываем блин в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой. Сковороду снова смазываем растительным маслом, вливаем половник теста, обжариваем 60–90 секунд. Выкладываем начинку. Защипываем края. И перекладываем в противень для выпекания. Повторяем процесс, пока не закончится тесто. Второй вид начинки: к творогу добавляем натертый сыр. Отправляем противень с блинами в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Так вкусно, что на столе не останется и кусочка. Простой рецепт завтрака из простых и доступных продуктов. Блины готовятся легко, просто и быстро. Если хочу приготовить быстрый завтрак, беру и готовлю блинчики на скорую руку. Блины, которые тают во рту, можно подавать как на завтрак, так на полдник и перекус. Быстрый завтрак на сковороде так вкусно, что я готовлю всю осень и зиму. Просто добавьте манку, никто не верит, что я готовлю их так просто. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.